Китайский исследовательский аппарат, который сейчас находится на Марсе, сумел выявить несколько крайне необычных и по-настоящему новых сведений о Красной планете. В частности, вновь возник вопрос, есть ли на Марсе жизнь, и не приблизились ли китайские специалисты к разгадке этой тайны. Марсоход Чжужун — аппарат среднего класса, который по конструкции во многом напоминает американские роверы NASA Spirit и Opportunity 2004 года, пусть он и является их функциональным аналогом, но, несмотря на это, для первой попытки китайской программы осуществить успешную посадку на Марс он стал серьезным достижением. Запуск Чжужуна состоялся во время миссии Тяньвэнь-1 в 2020 году. На тот момент Китай уже имел опыт 2 посадок на поверхность Луны, поэтому переход к совершенно другому и гораздо более сложному миру был очень смелым шагом. До китайцев успешно садиться на Марс удавалось лишь 3 государственным программам. Первой была советская, когда в 1971 году посадочный модуль Марс-3 достиг поверхности, разложил оборудование, сумел отправить всего 1 рассыпчатый, почти нечеткий снимок марсианской местности и больше никогда не выходил на связь. Мало кто знает, что Великобритания тоже пыталась добраться до поверхности Марса. В 2003-2004 годах туда был отправлен небольшой десантный модуль Beagle-2, который, по официальным данным, так и не смог полностью раскрыть солнечные панели и из-за этого не получил питания. И, конечно же, отдельной строкой стоит НАСА, космическое агентство, которое с 1976 года и миссией «Викинг» непрерывно исследует Марс, отправляя туда как посадочные модули, так и крупные роверные платформы на ядерных генераторах, а недавно даже доставив на планету микрогеликоптер, совершивший первый в истории полет за пределами Земли. Поэтому, когда Китай объявил о намерении присоединиться к числу стран, которые способны посадить аппарат на Марс, шансы на успех в понимании многих специалистов казались далеко не в их пользу. Однако Китай стремился минимизировать риски и выбрал для посадки Чжужуна ровный участок в регионе Утопия-Планития. Это северная часть планеты, которую, по гипотезам, несколько миллиардов лет назад покрывал огромный океан, геройский ровер NASA Perseverance, стартовавший в том же 2020 году, отправился в соседний кратер Джезеро, район, насыщенный каменистыми холмами, древними руслами рек и большим количеством геологических особенностей. Но даже несмотря на то, что выбранная Китаем площадка выглядела ровной и безопасной, она вовсе не была пустой или скучной. Под поверхностными песками Утопии Планития скрывалась давняя тайна, которую, возможно, впервые за десятки лет удалось затронуть именно китайскому аппарату. Именно в этом районе в 1976 году приземлился американский «Викинг-2», и существует мнение, что именно там Соединенные Штаты могли впервые обнаружить признаки жизни на Марсе и одновременно разрушить их. В официальных отчетах говорится, что аппарат не нашел никаких следов жизни. Однако неофициальные обсуждения в научной среде утверждают, что состав марсианского грунта, собранного «Викингом», проявил крайне странную реакцию. В 1970-е годы ученые имели смутное представление о том, что их ждет на Марсе, но многие из них всерьез предполагали наличие на планете микроорганизмов. Эксперимент, который они запланировали, выглядел так. Образец реголита помещали в специальную камеру внутри посадочного модуля, после чего добавляли воды с питательными веществами, рассчитывая на то, что любые живые микробы поглотят жидкость и начнут выделять углекислый газ как продукт жизнедеятельности. И действительно, после добавления жидкости углекислый газ был обнаружен. На первый взгляд, подтверждение жизни. Но эксперимент имел вторую стадию.
Ученые добавили еще больше питательной влаги, ожидая усиления реакции. Однако объем выделяемого углекислого газа вдруг уменьшился. НАСА сделала вывод, что это свидетельствует об отсутствии биологических процессов. Однако некоторые специалисты предположили, что если на Марсе существовали крайне засухоустойчивые формы микробов, то чрезмерная влага могла их просто убить. Другими словами, возможно, люди случайно утопили марсианские микроорганизмы. Эта малоизвестная история показывает, что Чжужун находился в месте, где действительно можно было обнаружить нечто необычное. Даже без драматичной пересеченной местности китайский ровер успешно достиг поверхности, используя проверенный десятилетиями метод посадки, напоминающий схемы времен Викинга. Парашют замедлял аппарат в условиях разряженной атмосферы, затем происходило его отделение, включался тормозной ракетный двигатель, который погашал скорость и выключался непосредственно над поверхностью, чтобы амортизирующие опоры завершили мягкое снижение. Посадочная платформа развернула трап. Чжужун раскрыл солнечные панели и отправился в путешествие, став второй в истории программой после НАСА, сумевшей посадить на планету действующий марсоход. В распоряжении аппарата было мало времени, так как миссию с самого начала рассчитали всего на 90 суток. Солнечные панели подвержены накоплению пыли, а марсианские пылевые бури встречаются часто, поэтому рано или поздно аппарат лишается энергии. На борту Чжужуна было 3 ключевых инструмента: комплекс камер, лазерный прибор для разрушения камней с целью анализа внутреннего состава породы и мощный георадар, способный зондировать глубинные слои грунта. Именно этот радар позволил Китаю сделать одно из самых интригующих открытий за всю историю исследований Марса. Под поверхностью песков Чжужун начал фиксировать слои минералов, содержащих воду. На участке около 1,5 километров прибор обнаружил 76 отдельных слоев, расположенных на глубине от 10 до 35 метров и наклоненных в сторону северных низин. Это означало, что под поверхностью скрывается древняя береговая линия, структура которой практически полностью совпадает с формой земных прибрежных зон. Эти слои сформировались благодаря потокам воды, которые стекали с возвышенности южного полушария в Северный океан, и их глубина указывает на то, что водная активность продолжалась десятки миллионов лет подряд. Это не только очередное подтверждение того, что Марс имел океаны, но и сильное доказательство того, что поверхность планеты была влажной в течение длительного времени. Но достаточно ли этого для появления жизни? Ответ зависит от точного возраста воды, ведь жизнь требует не только наличия жидкости, но и огромных временных промежутков для развития. Долгое время считалось, что вода исчезла более чем 3 миллиарда лет назад, однако данные Чжужуна ставят под сомнение прежние оценки. Глубокие слои говорят о крупном наводнении около 3 миллиардов лет назад, а верхние слои — о другом наводнении примерно 1,6 миллиарда лет назад. Это значительно сокращает сухой период Марса, практически деля его пополам, и создает возможность того, что тогда, когда на Земле активно возникала микробная жизнь, на Марсе условия были схожими. Но самое удивительное обнаружилось позже. Продвигаясь дальше по пустынной равнине, Чжужун начал изучать длинные, но низкие песчаные дюны длиной примерно 30 метров и высотой около 1 метра. Поднявшись на вершину одной из таких дюн, аппарат обнаружил твердую соленую корку толщиной до 8 сантиметров, покрытую трещинами. Из-за сильных марсианских ветров эта корка не могла сформироваться постепенно, ее бы давно стерли бурями. Наиболее вероятное объяснение. В прошлом жидкая вода пропитывала поверхность дюн, после чего испарялась, оставляя твердый солевой налет, напоминающий цемент. Ученые предполагают, что водяной пар испарялся с ледяных северных шапок Марса, конденсировался,
образовывал снег, который падал на древнее высохшее дно океана, смешивался с оставшейся солью, превращался в талую воду и на короткое время увлажнял верхний слой грунта. Китайские исследования показали, что это могло происходить всего около 400 тысяч лет назад, то есть примерно в тот период, когда на Земле существовали неандертальцы и первые представители древних людей. Эти данные позволяют предположить, что климат Марса подвержен длительным циклам потепления и похолодания, связанным с изменениями орбиты и осевого наклона, аналогами земных циклов Миланковича. Такие циклы меняют количество энергии, которое получает поверхность планеты, и могут приводить к временному повышению температуры на полюсах, таянию льдов, образованию пара, снегопадам и последующему кратковременному появлению жидкой воды. Возможно, раз в сотни миллионов или миллиарды лет такие циклы приводят к тому, что вода временно заливает огромные области Марса, создавая условия, благоприятные для появления и выживания микробов, способных переносить длительные засушливые периоды. Не исключено, что именно такие организмы могли существовать в прошлом, и, возможно, именно их Викинг случайно уничтожил. Что касается Джужуна, аппарат проработал намного дольше плановых 90 дней, в общей сложности 358 марсианских суток. В мае 2022 года его перевели в режим сна из-за мощнейшей пылевой бури, которая закрыла солнечные лучи и полностью лишила аппарат энергии. После окончания бури специалисты ожидали, что марсоход сможет проснуться, но восстановление связи так и не произошло, и аппарат до сих пор остается без ответа. Тем не менее, эта история вовсе не завершает участие Китая в исследовании Марса. В 2028 году планируется новая амбициозная миссия по доставке на Землю первых в истории образцов марсианского грунта. Полученные материалы позволят выполнить полный спектр исследований, недоступных для автоматических анализаторов на марсоходах. Возможно, именно они дадут четкий и однозначный ответ о существовании когда-либо жизни на Марсе. И хотя человечество надеется, что в следующий раз мы не уничтожим то, что найдем, нельзя исключать, что история повторится. Но независимо от этого, благодаря Джужуну, началась новая глава в истории марсианских исследований. Его открытия расширили наше понимание прошлого планеты, ее климата, древних океанов и возможного существования жизни. И теперь, когда миссии по доставке образцов приближаются, окончательные ответы, возможно, находятся уже совсем рядом. И на этот раз мы постараемся быть аккуратнее, чем раньше. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.